Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. И сегодня я хочу вам показать, как можно сделать елочные игрушки из картона. Для начала нужно сделать конус из тонкого картона. Если хотите сделать не подвеску, а именно статуэтку, чтобы она была устойчивой, нужно заполнить ее бумагой и какими-нибудь камушками. Оборачиваю всю поверхность мятой фольгой, это придаст интересную фактуру. И с помощью клея ПВА приклеиваю воздушный пластилин. Бороду делаю не белоснежной, чтобы фигурка была более винтажной. Для этого к белому пластилину добавила капельку желтого и черного. Фактуру на бороду наношу зубочисткой. И точно так же делаю усы. Нос сделала из того же телесного пластилина, что и лицо, но только добавила к нему совсем капельку красного. Этого Санту или гнома, даже не знаю, на кого он больше похож, хочу сделать в такой не совсем привычной цветовой гамме для новогоднего декора. Для колпачка смешиваю несколько цветов между собой. А вместо бубончика приклею сахарную ягодку. Мой пластилин довольно густой, сохнет быстро, и чтобы была возможность нанести на него рельеф, я покрыла его клеем ПВА и оставила буквально на 5 минут, чтобы он размягчил верхний слой. И кусочком мятой фольги наношу фактуру. А когда пластилин высох, нанесла темно-серые тени на выступающие части. Можно нанести акриловую краску в технике сухой кисти или затонировать рельеф пастелью. Вплотную к бороде приклеила рукава и ладошки. Манжеты и оборку делаю немного светлее колпачка. И опять же придаю фактуру с помощью зубочистки. Оборачиваю маленькое пластиковое колечко от горлышка бутылки зеленым пластилином. Так форма венка будет правильной и он не будет выгибаться. Чтобы он не выглядел плоско, на него тоже наношу фактуру. Из красного пластилина делаю ленточку с бантиком. Наношу алюминиевую пудру по выступам, подчеркивая рельеф. Для того, чтобы приглушить излишний блеск фольги, разбавила темно-серебристую краску лаком.
Фигурка полностью готова, пластилин уже высох и можно покрыть его лаком. Покажу второй, более яркий и, наверное, даже простой вариант. Весь декор можно просто нарисовать контурными красками. Их еще называют красками для создания жемчужин или 3D гелем. Наношу капельки таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. А когда они подсохнут, уже заполняю пространство между ними. Перламутровые цвета ложатся очень объемным слоем, не растекаются и хорошо держат форму. А вот когда белым я хотела сделать объемную фактуру меха, такую же как на венке, капельки просто растекались и совершенно не держали форму. А при высыхании краска так вообще оказалась прозрачной. Но зато она светится в темноте, просто когда покупала ее, не обратила внимания на этикетку. Этого Санту буду делать в форме колокольчика, поэтому буду делать ему еще и ножки. Сначала делаю остроносые ботиночки и приклеиваю шарики, чередуя цвета. Можно не делать шарики самостоятельно, а взять готовые бусинки подходящего цвета. Скрепляю проволочки между собой и тонирую акриловой краской, чтобы цвета не выглядели слишком яркими. А для этой игрушки нам понадобится более плотный картон, который не гнется. Я взяла гофрированный картон и вырезала из него силуэт ангела. Его трафарет вы найдете в описании под этим видео. Склеиваю между собой две одинаковые части, чтобы заготовка была более плотной и прочной. Торцы можно зашкурить, если есть какие-то неровности. Также приклеиваю силуэт, но уже без крыльев и ладошек, для того, чтобы у подвески был рельеф. Оклеиваю все срезы бумажными салфетками. Также можно их зашпаклевать, чтобы скрыть рельефный срез картона. Я хочу, чтобы у ангела был объемный носик. Можно нарисовать его контурной краской, приклеить маленькую бусинку или кружочек из картона. Нужно дождаться его высыхания, и пока можно приступать к покраске платья. Сделаю его красным, потому что мне очень нравится, как смотрятся красные игрушки на елке. Крылья не будут однотонными. Поверх белой краски наношу мазки молочного оттенка. Так крылышки будут смотреться более объемно, будто покрыты перышками. И после высыхания носа можно покрасить личико. Опять дожидаемся высыхания и подрумяниваем щечки. Я делаю это той же контурной краской, у нее очень подходящий такой перламутрово-розовый цвет. Подойдут и настоящие румяна или, например, масляная пастель. Личико можно нарисовать фломастерами или краской с помощью зубочистки. Волосы также можно было вырезать из картона или приклеить пряжу. Если будете делать прическу, как я, из ниток, то лучше предварительно покрасьте голову под прической, чтобы не было видно никаких проплешин.
Платье-ангелочку можно украсить каким-нибудь рисунком или надписью. Я хочу сделать ее объемной, поэтому наношу контуром. И пока краска не застыла, посыпаю ее блестками. А на крылья предварительно наношу ПВА. Бортики хочу сделать серебристыми и снова использую контурную краску. Она ложится объемным густым слоем и создается эффект металлического края. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, что видео было для вас интересным и полезным. Ну а мы продолжим с вами подготовку к Новому году уже в следующем видео.